Депутат Сергей Миронов возмутился грядущему подорожанию автомобилей «Лада» и призвал счетную палату устроить проверку в «АвтоВАЗе» из-за слов Соколова о росте цен на автомобили. По мнению депутата, власти принимают разные меры для продвижения компании, которая поглощает все больше ресурсов. Чего только государство не делает, чтобы ублажить волжский автогигант. На поддержку автопрома «Считай ВАЗа» на 2026 год выделили почти 1 триллион рублей. Запустили до небес утильсбор, чтобы выдавить с рынка китайских конкурентов. Выдавили. За 10 месяцев ввоз авто из Китая сократился больше, чем на 2/3. Пропихнули закон о локализации такси. И теперь таксопаркам придется покупать машины из Тольятти. Наконец, предприятия до 2028 года освободили от налога на прибыль. И что же? В этом году продажи «Лада» упали на 25%. А господин Соколов, глава «АвтоВАЗа», заявляет о том, что у завода нет денег. А куда же они делись? Не пора ли «АвтоВАЗ» навестить аудитором счетной палаты? Давненько их там не было. Пусть менеджеры компании объяснят, из чего складывается себестоимость и что у них вообще происходит. Иначе эта черная дыра будет поглощать все больше ресурсов, а цены, в отличие от качества, все расти, сказал он. На днях глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что стоимость «Лады» будет индексироваться в связи с увеличением реальной себестоимости автомобилей. Он отметил, что в последний раз цена на продукцию «АвтоВАЗа» поднималась в январе на 2%, что в несколько раз ниже уровня официальной инфляции. По словам Соколова, на фоне роста импорта, а также агрессивного демпинга со стороны стоков Китая, так долго сдерживать рост невозможно. Ранее по просьбе «АвтоВАЗа» распространилась информация, что китайские автокомпании вывели из России 1 триллион рублей. В этом году китайские автокомпании заработали в России 1,6 триллиона рублей. Это 60% от всей выручки на рынке, и значительная доля этих средств выведена в Китай. О том, почему такой дисбаланс делает невыгодным автопроизводство внутри России, нам попытались рассказать эксперты из «АвтоВАЗа». За этот год выручка от продаж новых легковых автомобилей в России составила 2,7 триллиона рублей, подсчитало статистическое агентство «Автостат-Инфо». При этом 1,6 триллиона рублей, 60% всего оборота, забрали себе китайские бренды, говорят в отчете агентства. Лидером китайского сегмента по промежуточным итогам этого года стала марка Haval, заработавшая в России 305 миллиардов рублей. Также в тройку попали Chery 244 миллиарда рублей и Geely 233 миллиарда рублей. За ними идут бренды Chang'an 142 миллиарда, Jetour 89 миллиардов и Tang 72 миллиарда рублей. В тройку машин из Китая, которые принесли наибольший доход, вошли Haval Jolion 112 миллиардов рублей, Geely Majara 109 миллиардов рублей и Chery Tiggo 7 Pro Max 96 миллиардов рублей. Как уточняет Автостат-Инфо, если эти бестселлеры сохранят прежние темпы продаж, то доля китайского автопрома в общей выручке к концу года станет еще значительнее. До 2022 года, когда в России присутствовали европейские, американские, корейские и японские марки автомобилей, доля китайских брендов на рынке была довольно незначительной, менее 10%, свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат». Но показатель китайских автокомпаний стал расти в геометрической прогрессии в связи с уходом европейских и азиатских автокомпаний. Так, в 2023 году их доля достигла уже 51%, а по итогам этого года 54%. В прошлом году агрессивная экспансия производителей из Китая привела к затовариванию складов. Автокомпании из Китая ввезли в Россию свыше 1 миллиарда автомобилей на 21 миллиард долларов. На складах, по данным дилеров, на сегодняшний день у китайских компаний 500 тысяч машин. Для продажи этих автомобилей у нас в России потребуется более года.
В мае председатель совета директоров Great Wall Motors говорил, что в Россию поставляются автомобили, которые не востребованы на внутреннем рынке Китая. В России остается наименьшая часть из тех денег, которую китайские автокомпании заработали на россиянах, отмечает директор департамента консалтинга СБС Consulting Дмитрий Бабанский. По его словам, речь идет о 60% средств. Они сохраняются в стране благодаря налогам, затратам на логистику и прочим сопутствующим расходам. По словам аналитика, экспансия китайских компаний страшна не только из-за вывода этих финансов, но и с точки зрения риска потери собственных компетенций. С точки зрения экономики, за этот год ВВП России составит 200 триллионов рублей. На этом фоне потеря в 1 триллион за год не выглядит устрашающе. А вот то, что мы продаем сырье, а привозим продукцию с высокой добавленной стоимостью, которая вытесняет отечественную, это риск, пояснил Бабанский. Сейчас Россия выпускает легковой транспорт, но активная продажа сырья за рубеж может привести к тому, что отечественное автопроизводство станет невыгодным, предупреждает аналитик. Резкая и масштабная экспансия китайских авто может сделать невыгодным автопроизводство в России, а легковой автомобиль – это вершина производственной цепочки для многих отраслей. Отсутствие легкового автопрома или его сокращение – это будет ощутимо, предостерег Бабанский. Призывы к локализации со стороны правительства всего лишь производят впечатление художественного сотрясения воздуха, убежден депутат Госдумы экономист Михаил Делягин. Он подчеркнул, что нынешняя сборка китайских автомобилей – это колониальная экономическая модель, при которой осваиваемой территории достаются небольшие зарплаты и налоги, а также загрязнение окружающей среды. Прибыль от реализации обычно выводится в метрополию, а добавленная стоимость исходно производится преимущественно в ней. Однако развитие производств в России блокируется безнаказанностью произвола монополий, абсурдно завышающей издержки, запредельно дорогим кредитом и колониальной налогово-таможенной политикой, заявил он. Делягин пояснил, что такая политика правительства освобождает от фискальной нагрузки вывоз сырья и переносит бремя на его переработку, что делает его невыгодной, даже такую простую, как, например, производство бензина. Локализация – это долгий и мучительный путь, особенно если речь идет об изготовлении важнейших компонентов для машин, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. По его прогнозам, в ближайшее время снижения оттока денег в Китай ждать не стоит. Полностью нивелировать уход денег из России в виде заработка китайских компаний в ближайшей перспективе не выйдет, потому что все бизнесы – это, как правило, совместные проекты России и Китая. Даже если эти машины называются «Москвич» или «Волга», их собирают на китайских платформах, поэтому наши партнеры будут получать значительные деньги и выводить их из страны, заявил правозащитник. Тем не менее, некоторая доля китайской выручки все же оседает в России, заявил политолог, эксперт консалтинговой группы Полилог Александр Хазариди. Крупные китайские бренды имеют заводы на территории России. Часть комплектующих они закупают за юани, а часть за рубли. Резко выводить большие суммы денег китайским компаниям тоже бессмысленно, поскольку они заинтересованы в том, чтобы бизнес не просто приносил доход, но и развивался. Значит, рубли надо вкладывать, подчеркнул он. Напишите в комментариях, что бы вы сделали с АвтоВАЗом. Ну и шутка на прощание. Лучшим автомобилем АвтоВАЗа признан Porsche Cayenne директора Соколова. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах. Подписывайтесь, ссылки в описании.